Привет, дорогие друзья! Ну вот подоспела четвертая часть нашего расследования по наркокартелю Химпром. Обычно бывает так, знаете, выпускаешь первую часть, вторая уже, тоже интересно, третья уже там интерес к нашему расследованию почему-то начал проявляться после второй части. Ну а на третьей я не скажу, что на меня вышли тысячи людей. Само расследование узнали сотни тысяч людей. Но на меня вышли сотни людей. Из них десятки людей. Это люди, которые в курсе. И из них есть единицы, которые обладают очень интересной информацией. Это помимо тех людей, которые работают на самого Егора Левченко, он же Егор Буркин, и они решили почему-то также сливать информацию, вполне возможно, в ощущении приближающегося конца. Может быть так, я не знаю. Смотрите, Егор Левченко, я повторюсь, это человек, это умный человек, который к 30 годам создал, да, преступную, но империю. Работающий колоссальный механизм, который наводнил наркотиками все пространство бывшего СНГ. Но по нашей информации эти наркотики также начали просачиваться и за пределы СНГ. Этому я посвящу отдельную часть, в которой вы услышите мнение представителей отдельных спецслужб уже Евросоюза. Но об этом чуть позже. Так вот, Егор Левченко, который вот так вот развивал бизнес, причем все потерял в России, а потом в Украине все это возродил, как птица Феникс, он совершает ряд странных для меня ошибок. То есть, главная, я считаю, ошибкой, он привлекает некого Домбровского, некого одесского наркомана Домбровского, который там отсидел, больной СПИДом и так далее, полный маргинал. И этот человек начинает подставлять всю организацию. Каким образом? То есть, смотрите, я давным-давно не живу в Украине. Много лет я уже живу за пределами Украины. И я не сталкиваюсь с наркоманами и с последствиями продажи вот этих вот наркотиков, мефедрон, в обычной жизни. То есть, как это было в Украине? У меня товарищи были, которые употребляли. Я мог встретить соседа, который употреблял. Меня могло застегнуть. Здесь не было пересечений, тема не моя. Но внезапно, когда кто-то начинает вдруг бомбить по моим близким, упоминать моих близких в суе, угрожать и так далее моим близким, не мне плевать, то я на это реагирую своеобразным образом. И когда это, знаете, как эффект домино. Пошло, а потом ты смотришь, ого, какая тема интересная. Ого, какая тема интересная. Но после сегодняшнего ролика, после озвучивания этих фамилий, я думаю, что акцию «Сдай барыгу» можно закрывать. Как оно? Слитый бюджет. Итак, мы начинаем. Во-первых, Стас Домбровский, это человек, который был привлечен для координации, по всей видимости, какой-то работы с Украиной, наркокартеля. Он посчитал, по всей видимости, что к нему действительно приближается какая-то проблема и решил своим долгом начать стучать на свое же собственное руководство, мотивируя чем? Что у него вышел конфликт с Егором Буркиным на тему того, что Егор сказал, что он неэффективен. Мол, от тебя мало эффекта, и вот он тогда разозлился и так далее. И никогда в жизни не сдавал ни одного своего источника. Это могут подтвердить все источники в том числе. Никогда в жизни не было слито ни одного источника. Домбровского я источником не считаю. Я его считаю просто мерзостью, которая готова сливать сегодня одного, завтра другого. Анатолий, я дико извиняюсь. Я реально дико извиняюсь, блядь. Но сейчас такая ситуация, что мне приходится прикрывать свою тем, что я, вас оскорбляю. Извините меня за это. Мне это не очень приятно. Я человек совершенно другого склада ума. Одно обещаю. Выхлоп от меня в этом плане будет довольно-таки достойный. Поверьте мне. Пока этот или не сядет, или не будет стерт и подобные ему, я не остановлюсь. Это я вам могу обещать. Вот, в принципе, и все. Теперь переходим к аудио. Аудио интересно. Саша, ну вот теперь рассказывай касаемо именно правды. Насчет Койна Шкарина. Мы сразу же слышим голос Егора Левченко. С ним беседует некто Саша. Что за Саша? У Саши лицо знакомое. Ты что ли, Саша? Это Александр Щипцов. Экстрадиция российского наркобарона. Вот здесь статья. Россиянин Александр Щипцов, он же Яшин, который долгое время находится в розыске Интерпола за торговлю наркотиками и проживал в Украине, сейчас задержан украинскими силовиками, активно пытается избежать выдворения из страны. До недавнего времени у главы российского наркосиндиката Химпром дела продвигались неплохо. Однако с началом полномасштабной войны России против Украины
Все изменилось. Как стало известно редакции от источников в правоохранительных органах, легализация и процветание Щипцова в Украине стали возможными из-за того, что последний еще в 2019 году активно сотрудничал с сотрудником прокуратуры Артемом Петрашкиным. Итак, контакт в прокуратуре — это некто Петрашкин. А также Грунский Александр Владимирович. Это тот самый прокурор, который контактирует с наркокартелем, по нашей информации, через уже упомянутых мною Кацуб. Кацубы — это те люди, которые объявились внезапно в начале вторжения в офисе МОНИ. Моня — это тот человек, который тесно сотрудничал с наркокартелем, но потом побил горшки по его утверждениям, из-за того, что они снабжают наркотиками бойцов ВСУ, а его это рвет сердце. Я воюю с международным ОПГ «Химпром» и одним из ее главарей Егором Буркиным. В итоге, по заказу главы наркокартеля, он был похищен, и с ним были проведены действия, насильственные действия сексуального характера. Все это вы можете узнать из предыдущих частей. Грунский и Петрашкин. Запомним. Александр Щипцов — это российский наркобарон. Как сообщается, он разыскивается и в Украине, и в России. Его ищет Интерпол. То есть хуже просто не бывает. Щипцов является правой рукой Егора Левченко и вторым руководителем наркокартеля Химпром. На данный момент Щипцов, если верить украинским источникам, задержан и находится в центре временного содержания иностранцев. Чувствует он там себя достаточно вольготно и, по всей видимости, он там вообще не находится. По данным журналистов, сейчас Шипцов-Печерский, а он еще и Печерский, задержан украинскими силовиками и пребывает в Волынском центре временного проживания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно пребывают в Украине. На данный момент решается вопрос об экстрадиции Щипцова в РФ. Экстрадиция Щипцова в РФ, это же, вы понимаете, случай беспрецедентный. Это уже надо было что-то такое сделать, чтобы вообще шла речь об экстрадиции сейчас в РФ. Но слушаем дальше. Дальше мы слышим о некой Карине. Карине, которую обижают. А даже, наверное, начнем мы не с той ночь, Карина. Помнишь, когда нас ты мне написал то, что все можно решить. Главное, отдавайте на себя показания и будете отдавать 50%, все будет ровно. Это было так? 50%, чтобы отдавали с выручки и можно было работать. Кому отдавали? Тебе или тебе через... Мне и Артем. Тебе и Артему, правильно? Да. Это была идея Артема, чтобы мы отдавали 50% с выручки тебе, если мы дадим показания, нас начнут выпускать и так далее. Это чья была идея? Говори правду. Артемовская, Петрашка. Да, наверное. Да, наверное. Что значит да, наверное? Наверное. Да, верно. Дальнейший вопрос. Егор Левченко, он же Егор Буркин, говорит о том, что деятельность наркокартеля Химпром была остановлена. Его совместная деятельность вот с этим вот гражданином Щипцовым была остановлена. Но некто предложил им за 50% от дохода продолжить эту деятельность. Этот некто — это Артем Петрашкин. Кто такой Артем Петрашкин? Оказывается, в свое время он являлся помощником первого заместителя генерального прокурора Украины, а в дальнейшем фигурировал уже как советник министра юстиции, назначенного Зеленским Дениса Малюськи. Так это Министерство юстиции. Генпрокуратура вместе с Министерством юстиции. Но кроме того, это не мешает ему участвовать в земельных аукционах и постоянно становиться победителем этих аукционов. Петрашкин становится неоднократным победителем земельных аукционов. Также выступает директором нескольких коммунальных предприятий. Петрашкин настоящий молодец. Он совмещает работу в Службе безопасности Украины с адвокатской деятельностью. То есть на момент записи Петрашкин — это представитель Министерства юстиции Зеленского, который выбивал для министерства 50% от выручки наркокартеля Химпром, обеспечивая взамен беспрепятственную работу на территории Украины. Да, дальше. Мы начнем с того, что про ситуацию со Ставстормом. То бишь ты про нее не знал, но все-таки Набушников, я попрошу обратить на это внимание, то что за год до, пусть посмотрят по делу, в том-то именно будем обращаться, наверное, к ГИЗО, не помню как по отчеству, извиняюсь. Далее Егор Левченко, он же Буркин, говорит, что мы будем общаться с ГИЗО.
Отчество забыл, извините. Конечно, мы извиняем, но фишка в том, что это видео, по утверждению самого Буркина, записывается для НАБУ, Национального антикоррупционного бюро. И он рассказывает, кого надо наказать за то, что кто-то плохо себя ведет. Если вам покажется это странным, для Национального антикоррупционного бюро записывает видео руководитель наркокартеля, рассказывая, кого надо наказать из прокурорских, так вы не удивляйтесь, это же Украина. ГИЗО. Мы догадываемся, о ком речь. Скорее всего, речь идет об Углаве ГИЗО, первом заместителе директора НАБУ. О том самом ГИЗО, возможно, вы помните, который, по утверждению украинской прессы, участвовал в махинациях Укроборонпрома на сумму 13 миллионов гривен. Итак, у нас есть видео наркобарона, который обращается к руководству НАБУ с просьбой или даже с требованием наказать тех нерадивых сотрудников правоохранительных органов, которые не выполняют свои обязательства перед наркокартелем. Да это клад, это не видео. Это долбанный клад. До нас, вернее, прошу прощения, принял Петрашкин одну организацию и тупо ее тоже ободрал. Я думаю, по документам это будет видно, по всем материалам. То, что кого-то принимали, никто не сел, в отличие от нас. Никого так, как нас, не мучили. Ты в курсе, да, то, что только, давай врать не будем, то, что именно по приказу Петрашкина и Заречанского нас отправляли с Лукьяновки в СИЗО СБУ, не давали людям кушать, вообще ничего не давали. И говорили это, то, что творится все, весь этот беспредел на основании того, что якобы я и армян хотим отравить своих же людей. Далее мы слышим фамилию Заречанский. Заречанский оказывает какое-то давление, тоже, по всей видимости, с целью получения неправомерной выгоды. Кто такой Заречанский? Да это же прокурор. Заречанский — это Роман Заречанский, непосредственно прокурор по делу Химпрома в Украине. Расскажем про ситуацию, как вы, то бишь, опять же, обратимся к НАБУ. Пусть разберутся в материалах, как реализована организация Люкс Групп, которая занимается торговлей часами, сумками и так далее. У Щипцова Александра с хозяином Люкс Группа были свои обиды, якобы он его обманул на сумку. Скорее всего, это так. Скорее всего, хозяин Люкс Группы реально обманул Александра Щипцова на сумку и продал ему левак. После чего Щипцов Александр воспользовался своим знакомством с Петрашкиным, и Люкс Групп тоже весь приняли и вынесли. Правильно, Александр, я говорю? Да, правильно. Правильно. То бишь ты пользовался своим знакомством с СБУшниками и так далее. Правильно? Дабы решать свои личные проблемы и так далее. То бишь именно они свою работу не делали, они просто, так скажем, они тебя еще, оказывается, нас разводили, а сейчас по тому, что ты говоришь, они бежали по твоей указке, поэтому как-то странновато, то бишь они тебя завербовали, такие злые, разводили и так далее, а потом разные люкс-группы, все в этом роде духе. Поэтому, если НАБУ это заинтересует, попрошу поднять материалы насчет кого реализовывался отдел К, то бишь... Далее Левченко дает уже указание НАБУ, что надо разобраться, потому что вот тут СБУ повела себя абсолютно неправильно. Потому что по наводке его коллеги Щипцова СБУ хлопнула некую компанию, некую фирму, называется Люкс Групп. Ой, мы сразу же находим заказушные статьи по поводу этой спецоперации. Вот, Служба безопасности Украины вместе с Генеральной прокуратурой провели обыски у директора скандальной элитной компании Люкс Групп Александра Лицкевича. Фишка в чем? Они продавали брендовые вещи, но оказалось, как будто бы это не брендовые вещи. Брендовые это были вещи, не брендовые, мы не знаем. Мы знаем одно, что у него вышла заруба с главой Химпрома. Химпром сказал, надо его хлопнуть. Его хлопнули. Прокуратура и СБУ. Тю. Люкс Групп, а второе это Ставстор, которых приняли так же, как и нас. Это такие же абсолютно люди, которые... Давайте не будем пытаться быть похожими на Америку. То бишь, вот это ко всем обращению, то бишь, что не моя организация, она просто отмывала деньги Щипцова АЮ, что не
вот эта организация, про которую я сейчас говорю, ничего абсолютно не делала на территории Украины. Чьи деньги мы отмывали с территории России, что они делали на территории России. Но давайте не будем из себя строить Америку и быть международным жандармом насчет того, что вот они там где-то что-то делают, к ним вопросы. Вот здесь вот Левченко уже возмущается тем, что украинских правоохранителей интересует отмывание денег в Российской Федерации. Мировой жандарм какой-то. Зачем вы вот это вот устраиваете? Зачем? Ну, к чему? Отмываем мы деньги в Российской Федерации. Ну реально, я разделяю здесь его негодование. Что не моя организация, она просто отмывала деньги Щипцову, что не вот эта организация, про которую я сейчас говорю, ничего абсолютно не делала на территории Украины. Чьи деньги мы отмывали с территории России, что они делали на территории России. Но давайте не будем из себя строить Америку и быть международным жандармом. Далее Егор Левченко развивает свою мысль и говорит о том, что его деятельность по отмыванию денег в Российской Федерации не должна вообще интересовать украинских правоохранителей. Организация где-то что-то делала в какой-то стране. Наверное, у этой страны должны быть вопросы к этой организации. Но явно не у Артема Петрашкина, который возомнил из себя жандарма. Люди, не делающие ничего в Украине, просто были тупо ограблены. Что в лице моей организации, что в лице организации, которую я озвучил ранее. Далее. Левченко возмущается тем, что украинские прокурорские там, и остальные выставляют ему счета за его деятельность, которую он проводит на территории России. Ну это же я не в Украине провожу. Ну в России, наверное, кому-то плачу. Ну почему? Какое вы имеете отношение? И я согласен. Какое вы имеете отношение к тому, что Егор Буркин Левченко проводит на территории России? Ну это же не ваша территория. Давайте вы еще начнете взимать плату за то, что он проводит там где-то в Мексике. Вы что, совсем что ли? Разделяю. Теперь, Щипцов, скажи, пожалуйста, правду. Касаемо травления матери, который, знаешь, во-первых, у меня к тебе вопросы. Вот как мне говорил Кирилл Гапоненко, вчера, позавчера ты там сильно Зеленого отстаивал, так далее, и так далее. То, что, ой, пацаны сели. Александр Юрьевич, а у тебя не возникло чувство несправедливости и так далее, когда у меня были с Кариной конфликты и так далее, сейчас они все кончены, но даже меня крайне просто уничтожала эта ситуация, когда девочку, мать двоих детей, ни за что держали полгода. Почему ты, имея влияние на Петрашкина и так далее, не встал в позу и не сказал: тёлку не мучайте, отпустите тёлку, она ни при чем. Ты же знал то, что она вообще ни малейшего никакого отношения и так далее не имеет к нам. Рассказывай правду, потому что они хотели отжать ее $3 миллиона. Всплывает фамилия некого Гапоненко. Ну, Гапоненко, по нашей информации, это родственник прокурорского Петрашкина. А Левченко, в свою очередь, начинает допрашивать Щипцова о некой Карине. И мы узнаем фамилию. Койнаш Карина. Саша, ну вот теперь рассказывай касаемо именно правды насчет Койнаш Карины. Койнаш Карина, судьба которой так интересует Егора Левченко, проживает сейчас в Казахстане. И оттуда ведет свою деятельность. Она же модельер, она же модель, она же координатор работы ОПГ «Химпром». Отдельные блоги, которые посвящены миру моды, не без юмора замечают. Инновации не ограничиваются только материалами. Койнаш Карина Сергеевна также представляет свое экспертное мнение и консультации большим химическим предприятиям при разработке новых технологий. Ее творческий взгляд на моду и способность видеть потенциал в новых химических разработках делает ее ценным партнером в этой работе. Или вот это вот тоже интересно. Химическая промышленность, Химпром, играет невероятно важную роль в создании вечерних платьев, и этот фактор часто остается незамеченным в мире моды. Казахстан не является вражеским для Украины государством. И в принципе получить доступ к человеку, который в Казахстане проводит деятельность, направленную на то, чтобы Украину заполонили наркотики,
которые тупо убивают людей. Отдельно я вам расскажу, если вам будет интересно, про то, как действует этот наркотик. Да? То, в принципе, Украина могла бы, побеседовать, во всяком случае, с этой госпожой. Но, как я понимаю, и как рассказывает Егор Буркин, больше украинских силовиков интересует $3 миллиона, которые они начали требовать с Кариной. И Егору Буркину это не нравится. И мне тоже. Ну что, друзья, дальнейшее я расскажу в дальнейших блогах. В частности, я расскажу о заказе убийства. Это убийство было заказано, снято на видео и распространено. Также, если мы найдем взаимопонимание с определенными органами и сможем опубликовать некоторые интереснейшие фрагменты, то я их, конечно же, опубликую. Скорее всего, вот так вот предполагаю, дело выльется в очень серьезный международный скандал. Ну и в принципе, это ж правильно. Пока.